приезд этого музыканта всегда событие, которые ждут целый год. Это все равно, что приедет Миф, Рихтер или Горовиц, например, и даст концерт. И это не преувеличение. Обладающий виртуозной техникой, ярчайшей индивидуальностью и глубиной интерпретации, сегодня он один из лучших пианистов мира. У нас вообще очень странная профессия. Мы ухитряемся понимать то, что понимать, в общем, теоретически вроде бы и невозможно. Понять невозможно и понимать даже и вроде бы не дано человеку. В этот день не должно быть никаких событий. В частности, я, как правило, не хочу, чтобы в этот день было передвижение какое-либо. По одной простой причине. Мне нужно выяснить все-таки, что может рояль. Что он хочет. Что ему делать не хочется. Что нужно сказать настройщику. Я должен точно, с максимальной степенью возможности его понять. А ему, наверное, интересно понять меня. Но, кроме того, я должен еще и выбрать рояль. Рояль для меня – это уже равноправный партнер. Это что-то со своим характером, своими привычками, своей жизнью. И мы должны найти общий язык. Я всегда говорю, что рояль очень похож на человеческий организм. Но в отличие от скрипки. Как человеческий организм, он стареет, болеет и обязательно умирает. Точно так же, как у человека. Один умирает в 20, другой в 40, в 50, в 60, в 70, в 80. Так и рояль. Видимо, есть какая-то генетическая заложенность, безусловно. Почему рояль так отличается от скрипки? Дело в том, что природа звукоизвлечения связана с расходованием материала. Мягкая часть, которая на молотках. От изменения температуры фильц очень реагирует, как и дерево, в общем-то, и другие части. После часа работы кондиционера в зале вы можете не узнать с точки зрения регулировки рояля. Естественно, что нет ничего более враждебного для инструмента, чем концерты на открытом воздухе. Это просто отношение к инструменту непрофессиональное. Рояль требует 20-21 градус в начальные годы жизни точно как ребенок. Совершенно непонятно, что он плачет, о чем он плачет, что у него болит, что происходит, но нужно понимать, что ему мешает. Редко бывает инструмент настолько разнообразный, чтобы было ему легко. Хотя, вы знаете, такие здоровенькие и спортивно пышущие рояли неприятны. Они ничего не могут.
Родители не музыканты профессиональные. Не музыканты, Нет, да? папа играл немножко на скрипке, но в доме музыка, естественно, существовала, присутствовала, и был пиетет к музыке, к искусству. Это очень важно. Заметили, что, видимо, в 3-4 года, когда я слышу музыку на улице, то меня уже очень трудно с этого места было увести. У нас было много пластинок, и я уже это прекрасно помню. Была маленькая табуреточка, которая, по существу, это была подставка дирижерская. У меня была дирижерская палочка. Я дирижировал все, что у нас было. Все оперы, все балеты. Когда мне было 4 года приблизительно, пригласили учительницу и спросили, что со мной надо делать. Она сказала: сейчас ничего, подождите год, потом купите инструмент, пианино или рояль, что вы можете, и начните его учить. В 5 лет у нас появилась в доме пианино. Первая мечта, естественно, у меня была быть дирижером. Я получил пианино, начал заниматься на рояле и забыл свою мечту стать дирижером. И с тех пор я только хотел играть на рояле. Я всегда говорю, что у меня все произошло в жизни в этом смысле в обратном порядке. Потому что все люди сейчас играют на рояле, потом на скрипке, а потом вдруг начинают дирижировать. В общем, это я пережил в 4 года. В искусстве, как мне кажется, смысл имеет и сам предмет искусства – это только внутренний мир. А все внешнее находится с внутренним миром в какой-то очень странной связи. Я даже думаю, что эти два мира не соприкасаются. Это не абсолютно автономные две вещи. Но мне кажется, что вообще в искусстве все-таки больше присутствует не эволюция, а изменение. Просто будем говорить о примерах. И речь пойдет о самых великих людях. Вот, в общем-то, искусство по существу и создается ими. В творчестве, чем бы они ни занимались, присутствует изначальное совершенство. И, вы знаете, такие люди умирают молодыми, и с детства они мудрые старики. Я уже тогда не любил конкурсы, только начиная участвовать в них. И теоретически я даже это сформулировал однажды. Я бы хотел, чтобы это на этом и закончилось. Потому что я отрицательно отношусь ко всем конкурсам и считаю также это не очень музыкантской затеей. Но, к сожалению, в то время это была единственная возможность получить эстраду. Потому что у меня 16 не было. Это был декабрь 65 года. Я больше люблю сольные концерты, безусловно. Самое приятное, когда от человека все зависит, когда все в своих руках. Даже вот такое, казалось бы, минимальное вмешательство уже влияет на конечный результат. Здесь, в случае игры с оркестром, 100 человек музыкантов оркестра и дирижер. Дирижеры подразделяются на 3 категории. С одними приятно играть. Это очень маленькая категория. Это минимум
дирижеров. Дирижеры, которые не мешают, достаточно большая по количеству часть всех дирижеров. И дирижеры, которые активно мешают. Дирижеры, любящие музыку, это большая редкость. Мне нужен дирижер, который обладает еще талантом аккомпанировать. Потому что в наших взаимоотношениях существует одна интерпретация, когда мы с ним первый раз встречаемся. Это моя. И, знаете, интересная вещь. Чем больше человеку есть что-то самому сказать, тем с большим интересом он может аккомпанировать. Я не умею отдыхать. Когда вы играете много, то у вас не бывает после концерта, у вас бывает перед концертом всегда.